Привет, ребята! Я сегодня вам хочу рассказать про испанские привычки, которые необычны для русских. Так что давайте, поехали! А вот первая привычка – это наше расписание. Особенно, когда мы ужинаем. Например, мы ужинаем часов 9-10, а если это летом, даже часов 11. Я знаю, что это вообще необычно для русских. Они обычно думают, что надо поесть намного раньше, чем спать, потому что это хорошо для живота, нельзя спать с едой на животе и так далее. Вот, мы так делаем. А вторая привычка, это что испанские не пьют чай. Я не имею в виду, что никто не пьет чай. Здесь в Испании, конечно, есть люди, которые пьют чай. Например, я попью чай, но я не самый хороший пример, наверное, потому что я жил в России, я там начинался попить чай, и вот поэтому я, наверное, не самый хороший пример. Но на самом деле здесь мало кого попьют чай. Особенно это очень странно для нас пить чай утром, когда завтракаем. Вообще, здесь люди обычно пьют кофе, или дети, наверное, пьют молоко, какао тоже смогут. И вот так мы делаем. Третья привычка, мы используем оливковое масло. Очень много используем, и практически всегда. А тоже нам нравится поесть с водой, просто минеральная вода. Мы поем с водой просто, не поем с чаем, соком и так далее. Просто так мы делаем. Потом тоже, я думаю, что это не только, можно сказать, испанская привычка, у вас тоже такая. Нам нельзя поесть без хлеба, это очень важно, очень важная штука. Мы всегда поем с хлебом, вот так. И тоже мы очень много хлеба поем тоже. А как мы поем, тоже не одинаковые. У нас всегда есть первое блюдо, потом второе блюдо и потом десерт. А я объясняю. Вот, например, первое блюдо может быть что какой-то овощи или супчик, может быть салат, может быть что-то, но это первое блюдо, может быть рис, паста, что-то и так далее. А потом обычно второе блюдо это мясо или рыба. Вот так у нас. А потом десерт может быть что-то, фрукты, это торт, что-то, это йогурт. Это не как в России, когда обычно есть салат, супчик и горячий. И потом десерт тоже. Но у нас обычно первое, второй и десерт. Четвертая привычка, это особенно для русских. Мы не снимаем обувь дома. Или не сразу снимаем обувь, когда мы придем домой. Мы что-то делаем там, что-то, и потом мы снимаем. Вот так. А последняя, пятая привычка, мы громко говорим. Можно сказать, что мы практически кричим. Вот так, я думаю, что это тоже, наверное, потому что мы больше на улице. И просто так, мы громко говорим. Я думаю, что это итальянцы, они тоже громко говорят. Даже, наверное, громче, чем мы. И вот так, ребята, вы уже знаете, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, а мы скоро увидимся. Пока-пока, ребята.